Российские чиновники в Чеченской Республике сулят оппозиционным блогерам за границей и всем недовольным нынешним режимом новую порцию преследований и репрессий. Об этом объявили на народном сходе 16 сентября в селе Ахмат-Юрт. Глава МВД Руслан Алханов одобрил карательные методы, примененные к похищенному 19-летнему Салману Типсуркаеву. Напомним, на прошлой неделе шокирующие кадры с его участием облетели соцсети и СМИ. Полностью обнаженный молодой человек извинился на камеру и попытался сесть на бутылку. О местонахождении юноши до сих пор ничего не известно. Нет и информации о том, жив ли он. Тем временем, делом похищенного Салмана Типсуркаева занимается Европейский суд по правам человека. По запросу Комитета против пыток ЕСПЧ адресовал российскому правительству вопросы: где находится Салман, было ли его исчезновение насильственным, ведется ли следствие по факту похищения, есть ли у Типсуркаева положенный по закону защитник, каковы условия содержания, нарушались ли в отношении него статьи 3 и 5 Европейской конвенции по правам человека, запрет пыток и право на личную неприкосновенность. Нужда отвечать ставит российских представителей в щекотливое положение. Во Франции задержаны два уроженца Чеченской Республики, участвовавшие в беспорядках в Дижоне, ранее семикратно судимый 30-летний житель коммуны Доль и его ровесник из Ниццы. Напомним, конфликт между местными чеченцами и арабскими наркоторговцами во французском городе разгорелся 14 июня и длился 2 суток. Причиной стало жестокое избиение наркоторговцами чеченского подростка. По сообщению французских правоохранителей, обоим задержанным предъявлено обвинение в подготовке тяжких преступлений с применением насилия. Сроки по этим статьям предполагают до 10 лет лишения свободы. В настоящее время под арестом находятся 11 фигурантов дела, сообщили французские силы правопорядка. 5 предполагаемых виновников попали за решетку в июле этого года. Расследование продолжается. Авторитетные лица чеченской диаспоры во Франции заявляют, что чеченцев в этой стране дискриминируют. В последние годы отношение к ним со стороны представителей государства существенно ужесточилось. Шансы на убежище снижаются с каждым годом, а чиновники склонны делать акцент именно на участии чеченцев в инцидентах, в то время как гораздо более серьезные происшествия могут пройти незаметно для общества и СМИ. Родители дагестанцев, помывших обувь в святом для христиан источнике Калининградской области, записали ролик с извинениями. Об этом рассказал Шукурбек Мирзаджанов, глава Совета национальных сообществ региона. Сами герои скандального инцидента, попавшего на видео, уже записали новые ролики с раскаянием. Стоит отметить, что сначала жители Дагестана приняли за чеченцев, поскольку за кадром на первой записи слышно целенаправленно, но неуместно сказанное слово «нохчи». Ряд СМИ успел распространить ошибочное сообщение. Получается, любому совершающему что-то плохое, снимая это на видео, достаточно сказать слово «нохчи», чтобы это стало доказательством его принадлежности к чеченскому народу. Зрелище, как мужчины чистят свои ботинки в источнике возле христианского храма, всколыхнуло пользователей сети. Исламские авторитеты Калининграда извинились за единоверцев. Позже стало известно, что это были солдаты срочной службы, якобы самовольно оставившие свою воинскую часть. Проживающий в Финляндии очередной критик Кадырова Муса Ламаев сообщил редакции «Кавказ Реалии» о задержании финской полиции 10 сентября подозреваемого в попытке его убийства. На сайте финской полиции отсутствует информация о данном событии. Полиция города Хельсинки и Центральная криминальная полиция Финляндии сообщили Вайфонду, что не расследуют такое дело и не могут подтвердить достоверность данного события. На запрос от 14 сентября в полицию безопасности Финляндии по сей день нет никакого ответа.